Так, ну что, свежий опыт с испанской медициной. В общем-то, я себя неплохо чувствую, но из-за того, что сейчас такая переменчивая погода, и один день холодно, другой день жарко, видимо, где-то я вот записывал спич и просквозила шея болит. Прям болит несколько дней. Тяжело спать, потому что в голову отдается. Думал, может быть, у меня повышенное давление. Но все-таки вот сидячий образ жизни, к сожалению, вот, работы у меня такие, что не выберешь, что вредна для здоровья. В Краснодарском крае я хотя бы строил что-то, и физические нагрузки, то сад посадить, то еще что-то. А здесь сидишь и прогулки спасают. Но работать все равно нужно чаще. И да, кстати, подпишитесь сейчас и поставьте лайк или дизлайк прямо сейчас во время просмотра. Напишите свой комментарий. Особенно меня, знаете, интересует, я вижу, что смотрят люди из Европы, из разных стран. Напишите, как у вас этот опыт, очень интересно. Сравните Испанию с другими европейскими странами. Ну вот, шея болит. Мазался, не помогает, больно вот так вот крутить. Пошел в местную поликлинику по месту прописки. Я себе поменял же карточку эту с испанской, с каталонской страховой государственной медицины на валенсианскую. Прихожу. Что-то у них там объявления висят, значит, ургенция закрыта. То есть в других поликлиниках в Каталонии, ну, допустим, в парке Таули, в Сабаделе, у них есть отдельный вход, это ургенция, то есть скорая помощь. И там типа быстро. И есть вход для обычных жителей, в смысле несрочных, и там профильные специалисты. Тут ургенция, говорят, только ночью. А в дневное время все как обычно. Ну окей. Нужно брать талончик, будь они прокляты, эти ситы, в электронную очередь. Что-то какие-то объявления висят, эти карточки не считываются, ну, в общем, все очень медленно и не работает. Ресепшионистка пыталась мне по-испански объяснить, что куда втыкать, а у меня не втыкаемая карточка, она еще такая временная, пластиковая. Не пластиковая, типа как бумажная. В общем, она сама вышла, выдала мне этот талончик на ожидание. А я ей говорю, слушайте, у меня в аптеке не продают никаких лекарств, говорят, что если у тебя высокое давление, срочно беги в поликлинику. Может быть, инсульт. Или что-то еще. Или инфаркт. Ну, в общем, сижу с этим талончиком, и я, наверное, ждал, ну, она для меня его взяла, я, наверное, ждал, ну, минут 25 в очереди, пока они, правда, работало 3 окошка, ну, вот 25 минут я ждал, пока меня она примет. И подхожу, показываю, по-английски она не говорит, не говорит по-английски. Я ей заранее подготовленный текст на переводчике показываю. Она читает его и спрашивает меня, у тебя есть этот карточка страховая? Я по ошибке ей дал библиотечную карточку. Ну, такого же, они такие же по размеру, бумажные, мог перепутать. Она, нет, она перешла на английский. Типа, если у тебя карточка страховая с СИПом. Ну, нашел я в кошельке, где она у меня была, и она меня торопила, и начала по-английски меня допрашивать, что я тут делаю. В конце концов, я уже начал злиться, что она вот так вот меня торопит. Нашел я эту карточку, она библиотечную, она сказала, что она неофициально или нелегально, что-то так сказала. Ну, нашел я карточку СИПа, показал ей СИП, она взяла, что-то поклацала, постучала и минут через 10 мне выдала направление к врачу.
И пошел я к врачу, и сидел в общей очереди, и высидел примерно, ну, наверное, еще минут 25-30. То есть в общей сложности я прождал около часа приема через ресепшн. Зашел к врачу. Врач не мой домашний доктор, какой-то другой мужик. По-английски говорит, что не говорит. Вот, общались по-испански, да. Я уже могу объяснить, в чем у меня проблема по-испански. Плевал я на акцент. Все равно я же не скрою, что я славянин со своим акцентом. Но он меня понял, и слава богу. Вот. Какие слова не знал на испанском, вставлял на английском. Пошли мериться. Ну, это очень приветливый мужичок такой. Пошли мериться, осматриваться. Заглянул он мне в уши, заглянул в глаза, пощупал мне шею, сказал, что шея, мышцы очень сильно напряжены с одной и с другой стороны, и надо их расслаблять. И... померили давление. 124 на 80. Ну, для меня норма это 110 на 90. Почему-то у меня всегда вот нижнее давление пониженное, а верхнее тоже. Ну, не знаю. Ну, короче, 110 на 90 у меня норма для меня. Тут было 124 на 80. Сказал, что типа все нормально. Поговорили сами по поводу анализов крови, какие у меня были. Здесь уже взяты. Я ему объяснил, что я не перебухивал, ничего, просто вот где-то, может быть, действительно меня просквозило на море. Ну, все. И выписал у меня лекарство. В общем, он выписал мне рецептурное лекарство. Это трамадол, обезболивающий, опиоид, любимый. Шучу. H-хлор, если я правильно понимаю из состава. И селесоксиб. Ну, короче, называется оно Белентра или Велентра, ну, испанцы В как Б читают в начале слова, значит, Белентра будет. Вот такое лекарство. Пить его надо много. Это типа противовоспалительное и расслабляющее. Короче, я кайфану от трамадола и еще и подлечу воспалительные процессы в мышцах. Вот, как я полагаю. Ну, не знаю, насколько оно меня полечит, но точно знаю, что от трамадола я буду хорошо спать, потому что с этой головной болью или шейной, может быть, шея в голову дается, спать я буду хорошо. Ну, причем пить его надо в конских дозах. 2 таблетки утром, 2 таблетки вечером. Что еще? Ну, если сравнивать с Каталонией, ждал я час, а не 3 часа. Может быть, у них тоже есть норма, что ждать нужно по 3 часа. Но вот ждал я час. Приняли сразу, то есть примерно как в ургенции. Хотя отдельный вход в ургенции не работает. Что еще? На английском в этот раз никто не говорил, что плохо. Но мне уже не настолько это надо, что хорошо. Ну и не ибупрофен с парацетамолом, но слава богу. То есть выписал какое-то более подходящее мне лекарство. Да, он сказал, что типа не бухать и вести здоровый образ жизни, ну это понятно, да. И если что, приходить в ургенцию. Опять. Ну, по поводу давления сказал, что все ок. Вот. То есть вот эти все боли, они у меня не связаны с давлением, а связаны с чем-то другим. На том мы завершим. То есть, конечно, там несколько они раздражены сейчас. Но может быть это потому, что праздники, никто не хочет работать после праздников, плюс народа там реально было много. Все забито ресепшн, стульев для сидения нет, народ стоит
по всяким углам. Ну, есть стулья для сидения, там штук 5, а народа больше. Плюс этот аппарат для электронной очереди не работает. Но, в принципе, за час как-то так более-менее и доброжелательно, вот, скажем так. Я сравниваю, как я ждал в Урхенсе парка Таули в Сабаделе. Там все намного более забюрократизированное, плюс... да, кстати, хорошо, что здесь... Не знаю почему, такая традиция в Каталонии, там вызывают громкоговорителем по фамилии. Ну, поскольку фамилия у меня не Санчес, то им достаточно сложно ее произносить. Имя Андрея нехорошо произносят. Ну, есть Андреас, испанец с таким же именем. А вот Панюшкин сложно произносить. Во-первых, они ударение ставят на середину, а во-вторых, не сразу все это произносят. Поэтому сложно себя услышать, иногда можно не услышать. А тут пикает, смотришь, номерок твой выскакивает, что это ты. Ну, то есть из 10 я бы поставил оценку 7. Не идеально, но неплохо. Вот так. Напишите мне в комментариях, какая у вас медицина по таким поводам. Я, кстати, думаю, что, может быть, это голова болит или от того, что у меня просквозило, или от того, что у меня вот здесь до сих пор растет зуб мудрости сверху. И у меня есть одна точка локализации боли вот в этом месте. Но у меня, правда, болит симметрично с двух сторон. Но, может быть, так и нужно, когда зуб растет. Тут-то он у меня подвылез, а тут только еще даже в десне сидит. Вот. Если есть специалисты, напишите, мне просто интересно, может ли зуб отсюда отдаваться отсюда, и голова с двух сторон болит. Вот. Почему-то я решил у меня зуб вылезти. Да, до сих пор растут зубы мудрости. Представляете? Все, всем спасибо. Подписка, колокольчик, все уведомления, это очень важно. И комментарий, как у вас работает медицина. Такого же типа, то есть муниципальная поликлиника за ваши налоги, вот, условно бесплатная, которая. Все, пока.